Всем доброго времени суток. Вы на канале «Ну что, свяжем?» Я Оля. Мой канал об узорах крючком. Рада приветствовать новичков и гостей на своем канале, также своих постоянных зрителей, подписчиков, подписчиц, мастеров, мастериц. Напоминаю вам, что на канале много-много узорчиков, и они собраны для вашего удобства в небольшие коллекции под названием плейлистов. Сами плейлисты вы можете увидеть на главной странице канала. Я сегодня к вам с новым узорчиком, с ниточками, с которыми мы уже работали. И хочу сразу вам акцентировать ваше внимание, что вы берете любую пряжу, какая у вас есть. Узорчики все универсальные. Пробуйте, вяжите из любой пряжи. Один и тот же узорчик из разной пряжи выглядит по-разному. Но я в свою очередь рассказываю о ниточках, с которыми буду сегодня работать. Смотрите, называются они Нака Махер Деликат. Для тех, кто еще не вязал такими ниточками, новички еще не знаете, да? Итак, смотрите, это 5% махер в составе ниточек, 10% шерсть и 85% это акрил. Идем дальше. Так, нам здесь говорят по поводу цвета. Смотрим, цвет 1292 или 1292. В моточке в 100 граммах находится 500 метров, и нам советуют брать производители крючок номер 4. Дело в том, что я сегодня буду вязать тунисским крючком. Данную пряжу я вязала крючком номер 3, поэтому тунисский я возьму, видите, вот такой вот он длинный, называется тунисский. Я буду вязать номером 3,5. Вы точно так же берете свою пряжу, подбираете крючок согласно плотности вашего вязания, согласно узорчику, какой вы хотите сделать, более воздушный или более плотный, чтобы у вас все получилось. Ну что, свяжем? Итак, раппорт сегодняшнего узорчика равняется 8 петелек. Я, например, наберу 32 воздушные петельки. Так, вы набираете, сколько вам будет удобно. Смотрите, берем крючок тунисский точно так же, как спицу, потому что он очень длинный и по-другому брать просто неудобно. Все остальное то же самое. Итак, смотрите, вначале делаем петельку фиксации, все как всегда. А теперь, получается, я набираю 32 воздушные петельки. Поехали. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31 и 32. Вот мой будущий образец. Далее смотрите. У нас получается на крючке петелька находится. Мы отсчитываем от этой петельки вторую петельку. Смотрите. Раз, два. Во вторую петельку аккуратненько ныряем. Крючком вытягиваем ниточку и держим ее на крючке. Угу. В следующую петельку по цепочке по порядку идем. Ныряем в петельку, вытягиваем ниточку и точно так же держим на крючке. То есть мы набираем с вами петельки на крючок. И так далее. Аккуратненько в следующую петельку цепочки. И в следующую, и в следующую, и во все последующие. И аккуратненько вот так набираете петельки. И количество петелек на крючке у вас должно получиться ровно столько, сколько вы набрали петелек в цепочке. То есть если я набрала 32 воздушные петельки, так, в цепочку, у меня на крючке должны получиться 32 петельки. Все, ничего сложного. Аккуратненько, сильно не торопитесь, с вашей скоростью набирайте. Угу. Таким вот образом петельки на крючок. Давайте самостоятельно до конца ряда, и в конце ряда я вас встречу. Договорились? Давайте, у вас получится. Так, смотрите, вот мы набрали петельки на наш крючок и проконтролировали себя, да, сколько петелек у вас по итогу получилось. Смотрите, теперь беремся поудобнее, как вам будет удобно, поближе, подальше. Наша с вами задача вернуться на начало ряда. Как мы это будем делать? Смотрите, захватываем ниточку и провязываем сразу же 2 петельки. Раз, два. Захватили ниточку, провязали 2 петельки. Раз, два. Поняли? Захватили ниточку, провязали 2 петельки. Раз, два. Все. И вот так вот идем до начала ряда. Совсем ничего сложного. Аккуратненько, со своей скоростью, да, провязывайте, чтобы у вас все было аккуратно. У вас по итогу получается, ну, вот такая вот, назову ее гусеничка. Да, то есть вот такие вот вертикальные капельки получаются по итогу. Совсем не сложно. Давайте до начала ряда самостоятельно, а я вас здесь встречу. Договорились? Так, смотрите, вот мы провязали до начала ряда. Вот такая вот аккуратненькая, ровненькая гусеничка получается. И как мы заканчиваем ряд. Смотрите, точно так же. Последние 2 петельки мы провязываем вместе. Оп,
Все, и ряд наш закончен. Далее, смотрите, вот наша первая петелька, да, и от нее вот эта петелька идет. Дальше ориентируемся. Вот две вертикальные капельки, их передние стенки. Сделали накид, захватываем передние стенки двух капелек, сразу же вместе двух. Вытягиваем ниточку, так, и образовавшуюся, получается, петельку вот так вот провязываем, как воздушную. Оп, понятно? И у нас с вами получается вот 3 петельки на крючке. Далее, смотрите, делаем накид. Смотрим следующие капельки. Вот наши 2 капельки. Раз, два. И мы, получается, вот так между ними насквозь ныряем. Видите, насквозь. Вытягиваем ниточку, подтягиваем, держим на крючке. Раз, считаем. Накид. Сюда же опять ныряем. 2. Накид. Сюда же опять ныряем. 3. Накид. Сюда же ныряем. 4. Накид. Сюда же ныряем. 5. Накид. Сюда же ныряем. 6. То есть мы с вами вот так вот много-много петелек набрали. Получается 6 петелек, 6 накидов. Дальше смотрите, что делаем. Опять накид. Естественно, вот эту петельку, да, стеночку мы пропускаем. Беремся за следующие 2. Также петельки, за 2 капельки, за передние стеночки. Вытягиваем ниточку. И эту петельку провязываем как воздушную. Оп. Опять накид. Следующие 2 петельки, 2 капельки беремся за передние стенки. Вытягиваем ниточку и полученную петельку провязываем как воздушную. Оп. Накид. Точно так же 3-й раз делаем. 2 петельки взяли, вытянули ниточку, провязали воздушной петелькой. Хоп, понятно, да? Вот у нас с вами получается 6 петелек мы здесь задействовали, 6 петелек у нас получилось. Дальше накид. Опять точно так же, смотрите, вот наши 2 капельки. Раз, два. Мы между ними ныряем насквозь. И точно так же опять делаем 6 накидов, 6 петелек. Накид, раз петелька, накид сюда же 2 петелька, накид сюда же 3 петелька, накид сюда же 4 петелька, накид сюда же 5 петелька, накид сюда же 6. У нас получается опять, видите, количество, сколько петелек мы набрали. Все, и дальше провязываем точно так же. Раз, два, три, 4, 5, 6 наши петелек. Накид. Вот эту капельку нашу пропускаем. Следующие 2 петельки берем за передние стенки. Раз, два. Вытягиваем ниточку и провязываем эту петельку как воздушную. Накид. Следующие опять 2 петельки берем за передние стенки. Вытягиваем ниточку и провязываем полученную петельку как воздушную. И 3-й раз. Точно так же. Оп. Вытянули ниточку. Провязали как воздушную. Понятно? По итогу получается вот такая картина. Не сложно? Дальше опять у вас идут 6 вот таких же петелек вы набираете. Потом опять провязываете 3 раза по 2 петельки. Потом опять 6 набираете. Опять 3 раза по 2 петельки. Понятно? И вот так вот до конца ряда. Я надеюсь, что у вас получится. Если что, чуть-чуть перематывайте назад. Давайте самостоятельно до конца ряда. И в конце ряда я вас встречу. Так, смотрите, вот я провязала практически до конца ряда. Вот такая первоначальная красота получается. И как заканчиваем ряд. Вот 6, получается, моих петелек. Здесь, получается, я провязала 2 петельки. Так, и последнюю петельку, смотрите, я провязываю насквозь. Вот так вот ее беру, ныряю насквозь, вытягиваю ниточку и ее же провязываю как воздушную петельку. Все, сейчас ряд у меня закончен. Смотрите, как я буду возвращаться на начало ряда. Провязываю точно так же по 2 петельки. Смотрите, 2 петельки, 2 петельки. А здесь будьте внимательны. То есть вы должны, получается, разделить свои вот эти 6 петелек. Раз, два, три. Так. И раз, два, три. Видите? Вместе с накидами, с петельками. Захватываем ниточку, провязываем вот эту первую петельку. И получается наши 3 петельки с 3 накидами. Аккуратненько. Раз, два, три. Оп. Понятно? Вот. Воздушная петелька. Далее провязываем следующие наши петельки. Все вместе. Первая петелька, которая у нас на крючке. И остальные 6 петелек и 6 накидов. Угу. Дальше. Воздушная петелька. А теперь опять провязываем по 2 петельки. 2 петельки. 2 петельки.
опять 2 петельки, 2 петельки и опять 2 петельки и 2 петельки. Теперь опять смотрите на свои 6, получается, петелек и 6 накидов, и, естественно, мы их разделяем, чтобы у нас была половинка на половинку, правильно? Вот. И провязывайте первую петельку и остальные 3. То есть зрительно для себя делите пополам свои 6 петелек. Оп, воздушная петелька, остальные петельки провязывайте, воздушная петелька, а дальше опять по 2 петельки, 2, 2, первая партия, следующая опять 2, 2, вторая партия, опять 2, 2, третья партия. Помните, да, у нас раз, два, три. Что по итогу получается? Получается вот такая картина. То есть у нас разделяются наши, получается, большие шишечки на 2 маленькие. И вот такие вот окошечки формируются. 2 маленькие. И вот такие вот окошечки формируются. И вот так вот до начала ряда самостоятельно. Договорились? Давайте. Я уверена, у вас получится. Так, смотрите. Вот провязали, получается, до конца ряда. И как мы заканчиваем наш ряд? Точно так же мы провязываем 2 петельки вместе. Все, на этом ряд наш закончен. Далее будем провязывать точно так же, как самый первый ряд. Итак, вот наши 2 капельки. Так, делаем накид, захватываем 2 капельки за передние стенки. Раз, два. Вытягиваем ниточку и эту петельку провязываем как воздушную. Есть. Далее накид. Вот мы ныряем между нашими пышными столбиками, там где была арочка из воздушной петельки. Точно так же набираем еще 6 петелек и 6 накидов. Раз, накид сюда же. 2, накид сюда же. 3, накид сюда же. 4, 5, 6. Угу. Дальше накид. Вот опять идут наши пары, по 2 пары, да, 3 раза. Раз, два, три. 3 пары. Итак, первые взяли 2 петельки, вытянули ниточку и провязали ее воздушной петелькой. Оп, накид. Следующие 2 петельки берем. Раз, два. Вытягиваем ниточку и провязываем эту петельку воздушной. Накид. Следующие, получается, 2 берем. Точно так же. Раз, два. Вытягиваем ниточку и провязываем как воздушную петельку. Понятно? Все, та же самая картина. И опять накид. И вот между двумя пышными столбиками арочка. Ныряем в нее и провязываем опять наши 6 накидов, 6 петелек. Раз, накид сюда же. 2, накид сюда же. 3, накид сюда же. 4, накид сюда же. 5, накид сюда же. 6. Поняли, да? Все. И вот так вот шагаете до конца ряда. И у вас получается шишечки над шишечками получится. И вот такие вот будут окошечки в виде сеточки формироваться. Здорово? Я думаю, да. Давайте до конца ряда самостоятельно, потому что вы уже знаете, как провязывать данный ряд. И в конце ряда встречаемся. Так, смотрите, вот я провязала практически до конца. Вот такие интересные пышные столбики получаются. Окошечки четко видно, да? Как мы заканчиваем наш ряд. Точно так же, как и предыдущий ряд. То есть в последнюю петельку мы вот так вот насквозь ныряем. Оп, вытягиваем ниточку и получившуюся петельку провязываем воздушной. Все, ряд наш закончен. Теперь мы возвращаемся на начало ряда точно так же, как мы делали вот в предыдущем ряду. Провязываем по 2 петельки. 2 петельки. 2 петельки. Как только доходим до наших пышных, получается, столбиков, делим зрительно, да, пополам наши, получается, столбики 3 на 3 и провязываем первую петельку и 3 петельки от наших пышных столбиков. Ну, столбики, петельки с накидом. Так, красота. Воздушная петелька обязательно, потому что разделяем наши пышные столбики. Будут как колосочки у нас. И вторую половинку точно так же провязываем. Оп, все за один раз. Воздушная петелька, чтобы окошки наши красивые были. Теперь провязываем по 2 петельки. Итак, опять 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки, 2 петельки. И точно так же разделяете пополам, получается, свои пышные столбики, чтобы у вас получилось по 2 столбика. И точно так же провязывайте окошечки по 2 петельки. Несложно? Я думаю, что несложно. Давайте опять дойдем до начала ряда. И в начале ряда я вас встречу.
Посмотрим, что получается у меня и что у вас. Угу. Давайте. Так, смотрите, вот прошли до начала ряда. Вот такие у нас получаются окошечки, вот такие вот у нас колосочки начинают вырисовываться, да, из пышных столбиков. И опять мы заканчиваем ряд, 2 петельки провязываем вместе. И далее все то же самое. Опять мы делаем накид, опять провязываем 2 петельки, так, вытягиваем ниточку и провязываем эту петельку как воздушная. И опять набираем в нашу арочку, вот в эту арочку с одной воздушной петельки, опять набираем 6 петелек и 6 накидов. И точно так же опять по 2 петельки провязываем. Все. То есть мы с вами уже знаем, как вяжется раппорт нашего узорчика. Давайте увеличим наш образец на несколько рядочков, посмотрим, что в итоге получится. Получится очень-очень красиво. Все, встречаемся через несколько рядочков. Давайте. Так, смотрите, вот я провязала несколько рядочков. Вы посмотрите, какая красота. И представьте себе, где вы можете данную красоту применить. Супер, да? Неожиданно так интересно получилось. И окошечки аккуратненькие, видите, они такие еще интересные, с такими треугольничками. И косички очень ровненькие. Это, конечно, лицевая сторона. Так, изнаночка. Тоже есть чем похвастаться, да? Все ровненько, все аккуратненько. Вот такая вот красота. Представьте себе данный узорчик в палантине, в кофточке, да? Возможно, это летние ниточки, это будет интересный топик, да? Это может быть шарфик, это может быть снудик, это может быть располагаться вертикально косички. Вы можете придумать располагать их горизонтально, почему бы и нет, да? Это может быть интересные модельки, ну, помимо того шарфиков, снудиков, кофточек, юбочек, ну, что дырочки, да, то есть для декора. Это могут быть интересные жилеточки, да. Ну, в общем, на ваше усмотрение. Кто вязал что данным узорчиком, рассказывайте, мы тоже будем представлять что-то интересное. Кто не вязал, подбрасывайте идейки в комментарии. Смотрите, вот так вот он тянется. Так. И вот так вот он тянется. Очень интересно. Хочу повязать его еще дальше, еще больше. В моем случае из моих ниточек вот такая красота. Пробуйте из любых, из секционных, из меланжевых. То есть любые ниточки, естественно, сами понимаете, да, узорчик будет смотреться по-разному. Смотрите в сумочках данный узорчик, смотрите в ковриках данный узорчик. А почему бы и нет, да? Давайте замерим. Итак, я набирала 32 воздушные петельки. Ну, допустим, моя пряжа, мой крючок, моя плотность вязания, да? Так, это у нас получается 32 петельки. Ну вот, да, 19 сантиметров. Так вот, 19 сантиметров. И тут получается, мы провязываем один ряд туда и один ряд обратно, да. Это получается в обычном вязании 2 ряда, в тунисском вязании это один ряд. И получается, будем считать по шишечкам. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8 и 9 начала, то есть 9 рядочков. Так. Ну, практически 9 сантиметров, чуть больше, да. Понятно, что из тоненькой ниточки, у меня тоненькая ниточка, вяжется процесс чуть помедленнее, да. Если ниточка будет побольше, да, по размеру, то, естественно, процесс будет чуть побыстрее. Но в копилочку ваших узорчиков получится очень и очень шикарно. Представляете уже себе, да, этот узорчик? Красота? Я думаю, красота. Понравилось вам сегодняшнее видео? Надеюсь, понравилось. Не забывайте ставить лайки. Обязательно подписывайтесь на канал, кто еще этого не сделал. Впереди много новинок. Нажимайте на колокольчик, самый верхний, чтобы новинки не пропустить. Делитесь с друзьями, с подружками в соцсетях. Сохраняйте себе в плейлисты. Смотрите в удобное для вас время и вяжите в удобное для вас время. Ну что, всем ровных петелек. Встретимся в новых видео. Пока-пока.